Я натерла замороженную куриную грудку с капустой на терке. Каждые выходные готовлю капусту с курицей именно так. Посмотрите, какая вкуснятина у нас получится. Если вы любите простые и быстрые рецепты и хотите приготовить незамысловатый, но вкусный ужин, обязательно досмотрите видео до конца и узнаете, что у нас получится. Кроме замороженной куриной грудки, которую вы, возможно, забыли достать из морозилки заранее, нам понадобится также небольшой качан капусты. Капусту точно так же разрезаем, нарезаем вот такими вот ломтиками и трем на терке. Друзья, все делается очень быстро и очень просто. Рецепт простой, получается очень вкусно, так что не забудьте поделиться им с друзьями. И, конечно, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и оставляйте ваши комментарии. Натерли капусту и теперь отправляем в большую миску натертую курицу, куриную грудку и капусту. Сюда же натираем одну крупную картофелину. Можете взять 2 картофелины, если картофель небольшого размера. Готово. Приправляем по вкусу черным молотым перцем, немного сушеных трав, я добавляю тимьян, также добавлю немного чесночного порошка или лукового порошка. Вы можете добавить любые приправы, любая универсальная приправа отлично подойдет. И хорошенько приправляем солью по вкусу. Все приправы и соль добавляйте по вашему вкусу, не ошибетесь. Также нарезаю мелко одну репчатую луковицу. Если хотите, лук тоже можно натереть на терке по вашему желанию. Если хотите, чтобы прямо получилась однородная масса. И дополнительно немного измельчу лук ножом, чтобы лучок был немножко помельче. Отправляю нарезанный лук в миску к капусте с курицей, с картошкой и разбиваю в миску 3 куриных яичка. Приправляем солью и вливаю к яйцам где-то стакан сливок 200-250 мл. Все хорошо перемешиваю. Сливки можете брать любой жирности. Я взяла сливки жирностью 30%. Можете взять меньшей жирности, тоже получится вкусно. Ничего страшного, какие найдете. Теперь выливаем яйца со сливками в миску с курицей, капустой, картошкой и все хорошо перемешиваем. По желанию вы можете добавить в эту смесь немного муки, но я готовлю без муки. Здесь ориентируйтесь по вашим предпочтениям, как вы больше любите. Также добавляю горсть рубленого укропа или петрушки и горсть тертого сыра. Еще раз все хорошо перемешаем. И можно уже ставить разогреваться сковородку с растительным маслом. Я жарю на растительном масле, так как в тесте уже есть сливки, а они достаточно жирные. Поэтому много масла не добавляем, буквально 1 столовая ложка, чтобы ничего не подгорело. Выкладываю половину капустной смеси на дно сковороды и вот так вот хорошенько разравниваю. Жарим на среднем огне, чтобы наша запеканка, наша пицца не подгорела. И пока наша пицца готовится, мы с вами нарежем ломтиками небольшой брусочек, кусочек сыра, у меня моцарелла. Нарезаем не слишком тонкими ломтиками, вот так вот, как у меня на видео. Вместо моцареллы вы можете взять любой другой сыр, но моцарелла идеально плавится, получается очень нежной и вкусной, поэтому я рекомендую взять именно моцареллу. Выкладываем сверху на запеканку ломтики сыра.
Выглядит уже очень аппетитно. Друзья, а какая она вкусная получается. Если бы вы только знали, вы бы обязательно сохранили этот рецепт и не забыли поделиться бы им с вашими любимыми и с вашими друзьями. Потому что это очень-очень вкусно, поверьте мне, а еще лучше возьмите и приготовьте. Сверху я выкладываю оставшуюся капустную смесь с курицей и вот так вот все равномерно распределяю. Еще раз повторюсь, что я готовлю эту запеканку без муки, но по желанию вы можете добавить немного муки для того, чтобы масса лучше связывалась. Хотя прекрасно все держится, ничего не распадается. Готовим под крышкой где-то 10-15 минут на маленьком или среднем огне. Теперь накрываем тарелкой, аккуратно переворачиваем, чтобы наша пицца оказалась на тарелке. Немножечко добавляем масла в сковородку и возвращаем туда нашу красоту. Только посмотрите, выглядит уже просто потрясающе. Готовим еще 10-15 минут на небольшом огне. Сверху я добавляю буквально 1-2 столовых ложки кетчупа или томатного соуса. И все равномерненько распределяю, чтобы было вкусно. Поэтому все хорошенько промазываем соусом или кетчупом. Вот так. Готово. И выкладываю нарезанные помидорки черри и горсточку петрушки или любой другой зелени на ваш выбор. Вместо помидорок черри вы можете нарезать кубиками или кружочками 1-2 обычных помидора средних. Но с черри будет очень вкусно и очень красиво смотреться. И черри зимой или весной это всегда гораздо более вкусные помидорки по вкусу, чем такие вот пластмассовые помидоры, которые сейчас бывают продаются в магазинах, когда еще нет сезонных. Также посмотрите, у меня здесь моцарелла в рассольной заливке. Я слила заливку, и теперь просто руками я рву моцареллу и раскладываю ломтики сыра сверху на нашей пицце. Выглядит просто потрясающе, друзья, и вы не представляете, какой стоит аромат. Вся кухня наполнилась красотой и вкуснотой. Накрываем крышечкой и ждем, пока расплавится сыр. Все готово. Посмотрите, какая вкуснятина у нас получилась. Я искренне от души рекомендую вам приготовить этот рецепт. Давайте отрежем кусочек и посмотрим, что у нас внутри. Все ли пропеклось? Вот такая красота! Друзья, это так вкусно, так быстро и просто, что обязательно сохраняйте рецепт, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. А я желаю вам приятного аппетита. Нежная, сочная капуста с курочкой, с картошечкой, с сыром. Вкуснятина нереальная. Приятного аппетита, друзья. Пока-пока и скоро увидимся.